Привет, друзья! Вы на канале Страна рецептов. Сегодня пеку невероятно вкусный, очень простой в приготовлении финский овсяный хлеб. Он готовится без длительного замешивания и долгого выстаивания. Мне понадобятся живые дрожжи, мука пшеничная, овсяные хлопья длительной варки и добавлю цельнозерновую муку. Понадобится еще теплая вода и соль. Первым делом в глубокую миску вливаю теплую воду, засыпаю овсяные хлопья и сюда же добавляю дрожжи. Все тщательно перемешиваю, накрываю пищевой пленкой и убираю в теплое место минут на 25. За это время дрожжи активируются и хлопья хорошо разбухнут. И по истечении этого времени добавляю соль, хорошо перемешиваю и вмешиваю постепенно муку. Добавить можно полностью пшеничную муку. Можно частично заменить ее цельнозерновой либо ржаной мукой, но не более 30%. Как мне кажется, намного вкуснее, когда добавлена цельнозерновая либо ржаная мука. Ну вот, осталось только перемешать тесто. Перемешивать очень удобно деревянной лопаткой, так как тесто получается вязкое и густое. Такой вариант теста мне очень нравится. Руки всегда чистые. Вот посмотрите, должна получиться такая консистенция. И далее форму, в которой я буду выпекать, смазываю сливочным маслом и выкладываю тесто. Вообще по рецепту форму с тестом нужно сразу поставить в холодную духовку, включить на 210-220 градусов и выпекать. Рассчитывается на то, что пока духовка разогревается, тесто в это время подходит. Но так как у меня духовка разогревается очень быстро, поэтому тесто я все-таки оставляю в теплом месте минут на 30. За это время тесто хорошо подходит. А затем уже ставлю в холодную духовку, включаю ее на 210 градусов и выпекаю до зарумянивания. По времени это получается где-то 25-30 минут. Хлеб готов, вынимаю его из формы и остужаю на решетке. И когда он остынет, можно нарезать. Хлеб получается невероятно мягкий, пышный, очень-очень ароматный и вкусный. Это базовый рецепт. Также в него можно добавлять для цвета куркуму, семечки, орехи, для вкуса какие-то любимые травы. Так что экспериментируйте. Это количество ингредиентов на форму 18 см. Но если вам булочка хлеба нужна побольше, смело удваивайте ингредиенты. Если вам был полезен рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вам желаю приятного аппетита и до новых рецептов, друзья!